Текущая ситуация в Восточной Европе продолжает оставаться в центре внимания мировой политики, однако фокус ключевых игроков начинает смещаться. Прямо сейчас архитектура международной безопасности претерпевает изменения из-за пересмотра американских внешнеполитических приоритетов, что напрямую сказывается на интенсивности санкционного давления на Россию и положении сторон в зоне вооруженного противостояния. Пока мировые цены на энергоносители определяют рамки дипломатического маневра, Киев обозначает свою позицию. Отсутствие системного давления на Москву вынуждает украинское руководство действовать автономно, исходя из собственных оборонных интересов. Друзья, приветствую! Канал Медиашот в эфире, у микрофона Александр. Подпишитесь, поставьте лайк, а также оставьте комментарий с целью продвижения моих видео, так как алгоритмы YouTube душат мой канал. Заранее спасибо. А мы начинаем. В эксклюзивном интервью телеканалу Newsmax Владимир Зеленский выразил обеспокоенность тем, что внимание Вашингтона к конфликту на Ближнем Востоке снижает значимость украинского вопроса. По его мнению, этот геополитический сдвиг не просто медийная тенденция, а фактор, влияющий на темпы поставок и строгость экономических ограничений. Зеленский констатирует, что Украина в значительной степени опиралась на позицию Соединенных Штатов, однако сейчас условия взаимодействия меняются из-за возникновения новых очагов напряженности в мире. Мы всегда рассчитывали на то, что США будут уделять этому вопросу первостепенное внимание. Но теперь они переключились на Ближний Восток. Анализируя текущую ситуацию, украинский лидер отмечает, что ослабление политического фокуса Штатов создает для Российской Федерации более предсказуемую и стабильную среду. В условиях, когда американская администрация вынуждена балансировать между поддержкой Израиля и сдерживанием региональных угроз на Ближнем Востоке, механизмы воздействия на российскую экономику начинают работать менее эффективно. Зеленский выражает опасение, что при отсутствии решительных шагов со стороны Вашингтона санкционная политика может трансформироваться в формат формальных обсуждений, не оказывающих реального влияния на ход боевых действий. Но, знаете, я боюсь, что если мы будем просто вести переговоры, Россия не почувствует самого важного из того, что может дать Америка. Речь о давлении на нее. США могут усилить давление с помощью новых санкций, но сейчас они их ослабляют. Особое место в беседе занял вопрос об ударах по российским нефтеперерабатывающим заводам. Этот аспект стал точкой соприкосновения интересов национальной безопасности Украины и глобальной экономической стабильности, на которой настаивают западные страны. Представители администрации высказывали опасения, что атаки на энергетическую инфраструктуру России могут спровоцировать волатильность на мировых рынках нефти. Несмотря на полученные сигналы от партнеров, Зеленский обосновывает продолжение подобных операций необходимостью ответа на разрушение украинских энергетических объектов. Мы получили от партнеров сообщение о том, что из-за ситуации на Ближнем Востоке, возможно, не стоит атаковать некоторые объекты инфраструктуры, в том числе энергетической, в России. Конечно, я сказал, что нет, мы будем отвечать. Зеленский подтвердил, что украинская сторона рассматривала вариант взаимного отказа от ударов по энергетике, однако отметил отсутствие конкретных механизмов реализации такого соглашения. Для Киева принципиально важно, чтобы любые договоренности носили паритетный характер. В отсутствие предложенного энергетического перемирия, которое гарантировало бы сохранность украинской инфраструктуры, Киев намерен придерживаться тактики зеркальных мер. Давайте объявим энергетическое перемирие. Но нам никто не предлагал объявить энергетическое перемирие. Мы открыты для этого. Но если Россия нападет на нас, мы ответим любым способом. Ранние заявления вице-президента Джей Ди Венса отражают позицию той части администрации, которая выступает за минимизацию прямого финансового участия Штатов в конфликте. Венс подчеркивает, что Соединенные Штаты выполнили свою роль, обозначив европейским странам необходимость брать на себя основную нагрузку по закупке и передаче вооружений Киеву. По его словам, Вашингтон стремится выйти из модели безвозмездной военной помощи. И я горжусь тем, что мы сделали в период работы этой администрации. Мы сказали Европе, что если они хотят покупать оружие, то пусть покупают. Но США больше не будут покупать оружие и отправлять его в Украину. Мы вышли из этого бизнеса. На этом фоне особую значимость приобретают прямые контакты между Москвой и администрацией в Вашингтоне. Помощник президента сообщил, что в ходе телефонного разговора с Дональдом Трампом Владимир Путин подтвердил готовность России к дипломатическому урегулированию конфликта. Российский лидер подчеркнул, что цели специальной военной операции могут быть достигнуты за столом переговоров, но при условии принятия Украиной ранее выдвинутых предложений. Помощник президента отметил, что российская сторона ожидает позитивной реакции Зеленского на эти инициативы, которые уже неоднократно доводились до сведения международных посредников, включая Соединенные Штаты.
Эти заявления указывают на то, что Москва рассматривает дипломатический путь как приоритетный, однако связывает его с признанием украинским руководством уже озвученных условий. Реагируя на подобные заявления, Владимир Зеленский указывает на возможные стратегические риски для самой Америки. С его точки зрения, прекращение поддержки Украины не приведет к завершению конфликта, а лишь укрепит позиции российской стороны. Он ставит под сомнение тезис о том, что самоустранение Штатов от решения украинского кризиса способствует укреплению американского влияния на мировой арене. По мнению президента, текущая политика невмешательства, которую продвигает часть республиканцев, может быть интерпретирована как готовность к сближению с Москвой, что противоречит долгосрочным интересам безопасности Запада. А если вице-президент гордится тем, что он не помогает нам, значит, он помогает русским. И я не уверен, что это укрепляет. Я не уверен, что это укрепляет США. Дружить с Россией не самая выигрышная позиция. Зеленский продолжает настаивать на том, что стабильность в регионе может быть достигнута только через паритет сил и технологическое преимущество. Он подчеркивает, что в международных отношениях фактор силы остается определяющим. Без внешней поддержки и современных технологий Украина рискует оказаться в слабой переговорной позиции, что, по мнению Киева, не позволит достичь устойчивого и справедливого мира. Возможно, вице-президент хотел сказать, что это приблизит мир, если США перестанут помогать нам оружием. Но с Россией это не работает. Россия не уважает слабости, если никто не будет помогать. В будущем мы, конечно, будем в более уязвимом положении. Но я все равно уверен, что Соединенные Штаты – отличный партнер для Украины, и украинцы тоже могут укрепить позиции Соединенных Штатов. Завершая интервью, президент Украины охарактеризовал сотрудничество Киева и Вашингтона как стратегический альянс, имеющий потенциал стать наиболее значимой силой в современной геополитике. Он предлагает рассматривать взаимодействие двух стран через призму взаимной выгоды, где украинский опыт ведения конвенциональной войны и американские ресурсы создают условия для долгосрочной стабильности. Тем не менее, вопрос о том, останется ли Украина приоритетным направлением для Соединенных Штатов в условиях обострения ситуации на Ближнем Востоке и внутренней предвыборной борьбы, остается предметом острых дискуссий. Дальнейшее развитие событий покажет, возобладает ли в Вашингтоне концепция выхода из бизнеса, или же прагматичный расчет на сохранение влияния в Восточной Европе возьмет верх. Пишите свое мнение в комментариях, ставьте лайк и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. С вами был Александр. Всем пока!